Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. Вы сильней! Все сильней! Оп! 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 Вперед! Все вперед! 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 Отдыхаем, молодцы! На очередном привале нам впервые открылась гора Белуха. Показываю. Видно не очень хорошо, но она там. Внизу шумит Окен. Вся наша банда вон там внизу. Это наш второй сегодня привал. Идти еще очень далеко. Водичка из ручья. Ноги уже сводит. Впереди еще прилично.
проходит пограничный контроль. Есть время немножечко поснимать. Началась красота вокруг. Мы добрались до Аккемского озера. Уже видна отчетливая вершина. Восточная, западная Белуха. Сегодня еще целый день нам идти. Последний переход длинный. Томские стоянки. Всем привет! Мы по дороге на Томские стоянки. Лезем в гору. Почти прошли ледник. Но это очень тяжело. Очень. Но виды вокруг, конечно, завораживающие. Это корона Алтая за мной сейчас будет. Вот это вот. Надеюсь, что ее видно. Корона Алтая называется. Вот прямо сейчас за мной Белуха. В общем, это лагерь Томские стоянки. Сюда мы перлись 3 дня, преодолев примерно 50 километров. Последние 2 дня были особенно интересными. Завтра день занятий, и послезавтра попремся в гору, если все нормально и погода нас не подведет. Скажите что-нибудь. На видео смотришь? Да. Как вам переход? Тренировки? Отлично вообще. Чувствую себя прекрасно. Хотим еще раз так же. Очень болят плечи и очень болят ноги. А в остальном все хорошо.
Так, подошли к перевалу Дилане. Мы были первыми. Там наверху уже, перевешивая перила, инструктор Иван. Саша идет, Альберт. Я сейчас буду одевать кошки. Пойду третьим. Передам по эстафете, под перилами не толпиться. Подтянуть шнуровку на ботинках. И выдвигаться к перилам. Основная часть группы немножко припоздали у нас к выходу, поэтому еще пока идут к нам. Мы первыми встречаем рассвет. Корона Алтая уже подсвечена солнышком. Погода пока хорошая, будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Сейчас нам надо будет вот по этой полувертикальной стеночке метров 200-250 карабкаться на кошках наверх на жумарах. Это сложно. Но вчера тренировались целый день. Будем надеяться, что получится. Ну все, одеваю кошки и вперед. Я ухожу во след, не знавшим, что значит слово страх. О, не с тобой ли все пропавшие, погибшие в горах, что обрели покой там, где пляшут ветры под твоей рукой на грани ясного утра. Господином горных дорог назову тебя, облака кружат стаи перед грозой. Наша кровь уходит в песок, позабудь ее, и она прорастет дугою лозой. Я хотела остаться с тобой, я уже успела посметь. Пахнет снегом прозрачная боль, то ли даль, то ли высь, то ли смерть. Вот в такую красоту мы забрались. Это просто Unreal какой-то. Короче, если солнце сейчас на востоке, сейчас еще достаточно ранний час. Там восток. Ну, мы стартовали сегодня во сколько? 5:30? Не, давай мне пальцы. А там север. То какой там Казахстан? Север там. Ну, Значит, Казахстан здесь. Может, вот эти горы уже Казахстан. Казахстан должен быть с юга. Какая разница действительно? Вообще в этих местах слово тяжело имеет совсем другое значение. Тяжело, остановился, отдышался. Стало легче и пошел дальше ловить новое тяжело. Как-то вот так. Камера, конечно, не передает. Поднялись в штурмовой лагерь. Было очень тяжело. Если все нормально, то ночью идем на вершину. Завтра спускаемся сюда, перекур, потом спускаемся обратно на Томские. Надеюсь, что спускаться будет немножко легче, чем мы поднимались. Хотя весь путь на вершину, говорят, практически сплошной подъем. В общем, посмотрим.
Живем практически на трещине. Одно неловкое движение и лететь очень глубоко. Вон туда. Вот это вся наша деревня. Кстати, по дороге проходили трещины. Реальная жуть. Дна не видно. Мостик узенький. Ну, размер тропы, наверное, там сантиметров 40, максимум там 50. Идешь, думаешь, вот он сейчас обвалится, и ты улетишь в трещину. А мы еще шли одни. Первый наш гид, с которым мы шли, он бежал наверх, наводить здесь порядок, с палатками разобраться. А общая группа остальная шла сзади от нас, километра 3, наверное. Вот, поэтому мы втроем с парнями один на один с природой, по трещинам, все по-взрослому. Погода наверху вещь, не поддающаяся предсказанию. Вот только что было солнышко и уже вовсю валит снег. Пока мы здесь, уже пару раз так было. А это суровые будни альпинистов. Топим снег. Главное не попасть на желтый снег, когда топишь снег. Поэтому, чтобы набрать хорошего белого снега, надо водить очень далеко от лагеря. Топим снег, варим чай, дошираки. Набираемся сил. Завтра момент истины. В общем, все нормально. Мы этого хотели. Каждый по-своему, и вот получили. Сегодня в 2 часа ночи подъем. И на вершину, может быть, пойдем, если погода нам позволит. Пока она не позволяет ничего. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10 доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10 доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Ребята, я это сделал. Я на вершине горы Белуха. Мы зашли, я зашел. Чуть не умер, правда. Но зашел. Поздравляю. Если верить всем аксессуарам, это и есть вершина Белухи. Сейчас мы ударим знаменитый колокольчик.
Все получилось. Yes. Жалко, погода подкачала. Но суть от этого не меняется. Яна говорит. Спасибо. Как раз батарейки. Ну давай, разрывчик, вон хороший какой. Разорви небо. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал. Сегодня, наверное, 2 сентября. Заканчивается наш переход. Тяжелый переход от томских ночевок до приюта Акем. Вот сзади уже далеко видны горы. Они все дальше и дальше от нас. Фу, если бы только вы знали, как это тяжело. Это просто капец. Идти по камням, по леднику, по камням, по большим, по маленьким, через трещины, родники, промоины. Сейчас уже
тропинка грунтовая. Она кажется просто автострадой после того, что мы преодолели. Сейчас будет пограничный пост. Нужно будет перевести дух, отметиться пограничников, что мы выходим из погранзоны, полежать немножко, отдохнуть. Ну, потом еще минут 25 я кем. Ужин, баня и расслабон. Фу. Во рту вообще капец. Пью часто. Все равно сушняк дикий, язык прилипает к небу. Поэтому говорить членораздельно очень тяжело. Вот такие дела. Ну что, давайте, народ, за удачное наше восхождение, да. Все живы, здоровые. Надеюсь, еще вниз все спустимся. На вертолете, надеюсь, да? Ну кто на вертолете, а кто и пешком? С тяжелым рюкзаком. Дорогу-то уже знаете. Привет. О, добрый день, Костя. Спасибо. Ну ушел, что ли? Нет, а мы и завтра не уходим. Мы завтра на горных. Так мы завтра тоже здесь еще отдыхаем. А послезавтра все вместе. Послезавтра мы летим. Да. Ну тогда. Приятного аппетита всем. Спасибо. Спасибо. Нам не сойдет. Да, спасибо.
там тропа идет широкая вверх, да. Ну и тут даже если хочешь подойти дураков, и она кончится, вам надо наверх забираться, тропу подрежете. Идете, река справа, хребет слева, да, и туда не уйти как бы невозможно. Ну, я тоже так думал. Сегодня возвращаемся с приюта Акем обратно в Высотник, вниз, уже в точку старта. Группа разделилась на две части. Самые стойкие и смелые идут пешком. Сегодня опять порядка 22 километров, самый тяжелый переход. А мы, наверное, полетим на вертолете. Так, ну что, собрали? Все собрали? Ну что, да, по рюкзакам или по коням сказали рюкзаки и запрыгнули на альпинистов. Мучачо. А, ну сам Валера пишет. По-моему, чуть не взяли. По-моему, что-то забыли. До встречи. До свидания. До вечера, до вечера. Ладно, Сереж, давай. Давай, вечером увидимся. Давайте, удачи. Наушники, все дела, короче. Ну что, согласно купленным билетам, пустите меня вперед? Ну да, ты садись вперед. За руль. Что это? Это вот. Не нужен бродягам дом и уют. Нужны океан, земля, что звезды медведицы им поют. Не знаем ни ты, ни я. Земля велика, надо бы все пройти. Большая медведица издалека желает тебе пути. Скатилась звезда, как будто слеза с лица. И к детям твоим пришла беда. Большая медведица. Большая медведица
Из какого города? Вспоминай. Какого общества, ребята? Паша меня зовут. Я из Сургута. Илья из Нижнего Новгорода. Анна, Санкт-Петербург. Ермачек Юрий, Екатеринбург. Оля, Москва. Оля, Питер. Я даже на палку одевал, на сухо стоял. Сергей Тюмень. Александр Чиста. Егор Пенза. А что происходит? Я из Представьте, пожалуйста. Питера. Леша из Питера. С какого ты города? Улан-Удэ. А зовут как? Вячеслав. Валя, Санкт-Петербург. С какого ты города? И как тебя зовут? Санкт-Петербург. Евген. Я из города Уфа. Вот и все участники группы представлены.